Всем привет! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Мы продолжаем в этой серии заниматься нашим автодомом. Я уже немножко проделал работы, которые вам не показывал, но сейчас быстренько пройдусь. По этой стороне, по-моему, вы видели, что я установил бак и ящик. Вот, но не видели, что установлено и крыло уже тоже. Оригинальная магирусовская. Вот, ну, сейчас снято колесо, вы можете видеть, и я хочу примудрить цилиндр подъема кабины. Кто помнит, у нас его нету и не было. Его украли, и я даже ни разу не поднимал кабину на этой машине. Вот, что там и как, я даже не знаю, не представляю. С этой стороны тоже крыло установил. Эту часть хочу пройти герметиком, видите, там щелка есть. Обязательно заделаем, чтобы все было аккуратно и красиво. Сюда поставим брызговички, будет смотреться, мне кажется, нормально. Ну а сюда просто резинку вырежу и заделаю резинкой здесь, чтобы эта часть-то у нас открывается, и здесь тоже нужно как-то соединить. Что ж, говорить это хорошо, но нужно работать. Поэтому сейчас мы идем и начинаем пробовать подгонять. Сейчас подберу два пальца, чтобы просто вставить наш гидроцилиндр. Крепление для насоса я уже тоже приварил. Сейчас вам все тоже покажу по ходу движения. Установил насос, уже залил даже жидкость частично и подсоединил шланг. Ну так вот, временно подсоединил, скажем так. Ну и цилиндр. Цилиндр у нас, к сожалению, стартует, видите, от какого положения. И это мне не нравится. Нужно либо поднимать здесь начало нашей площадки, но еще посмотрим. Возможно, даже придется именно так и сделать. Вот, чтобы уже использовать этот цилиндр. Ну и сейчас буду пробовать. Конструкция какая? Чтобы поднять кабину, вынимаем вон тот затвор. После этого убираем крючок и донкратим. Сейчас я выкачаю воздух и буду пробовать. Еще чуть не забыл открыть вот эту штуку. Пошла. Все, цилиндр закончился. Закончился цилиндр. Вот в таком состоянии закончился цилиндр. Сколько еще здесь? В принципе, совсем чуть-чуть здесь уже осталось у нас хода. Правильно? Ну тоже странно, как здесь должно это все быть. Я думаю, надо начать с того, что нам нужно все-таки сделать ограничитель какой-то. Здесь вот видите, у нас как-то некрасиво. А, это просто какая-то пыльник. Вот он второй тоже. Ну, что я хочу вам сказать. Надо больше ее прокидывать, это факт. Здесь такой доступ очень слабенький в таком режиме. Мотор красавец, конечно, здесь. Аккуратненький весь. Факельная система тут. Вот ее нужно восстановить, чтобы у нас запускался мотор и не коптил. С этой системой факельной он должен работать лучше гораздо. Здесь переварка наша. Что я хочу сказать. Если цилиндр расположить в начале, изначально где он должен быть, ну точнее выше поднять пьедестал, то его нам будет хватать. И поэтому, я думаю, вполне можно переделать вот эту площадку нижнюю. Вот. Ну и плюс здесь у нас, видите, еще тоже зазоры. Все это стоит с зазором. Вот. Поэтому здесь у нас был упор, который вырвался. Но я не знаю, за что он цеплялся. Наверное, что мы можем сделать? Ладно, сейчас подумаю, что здесь придумать, и потом будем дальше решать. Наверное, нужно все-таки сначала сделать безопасность, а потом экспериментировать с цилиндрами. Да, скорее всего так. Соорудил я вот такую стяжку. Зацепил за лонжерон, там тоже за раму. Все невозможно, чтобы соскочило, специально сделал.
И сейчас подумал, как нам сделать тросик, ведь неизвестно, какая длина. Поэтому я сейчас подниму, Юра вынет чопик, держащий цилиндр, и будем потихоньку ее опрокидывать туда, кабину, благодаря вот этой вот растяжке. Ну, надеюсь, что должно получиться. Так что пробуем. Ну ты готов? Да. Ну вынимай. Вынял. Давай пробуем. Так а тут цилиндр шланги подорвет. Да? Но. А вынь верхний тогда чопик. Я держу, не бойся. Держишь? Да. Он там в резьбе упирается немножко, там он вынется. Стой, давай нижний ставлю, может быть, самортизм, когда падает. Ну да, упрется. Не, ну она сейчас вообще, я держу ее спокойно. Отпусти. Ну, отпусти вообще, отпусти. Еще чуть-чуть буквально, правда? А там морда. Морда здесь все в норме. И что, можно поднимать? Не знаю, тут провода какие-то. Ну, вот в таком положении она открылась у нас, кабина. Там уже легла на проводку. И вот здесь трос уже натянулся тоже, блин, ручника. Так что тут уже это предел вообще предельный. Больше нельзя ее поднимать. Абсолютно. Иначе будет косяк. Он уже тут почти косяк. Сейчас разберемся, что там за резьба. И будем думать. Есть результат. Нету у меня лерки на 18 шаг 2. Пришлось из болта мутить, точнее из шпильки зеломановской. Вот, и вытащил втулку. Значит, конструкция вот такая будет. Вот. И сюда будет вставляться. Вот так вот она туда закручиваться. И цилиндр, кстати, не проверял. Цилиндр она хоть зайдет. Должна плотненько. Ай, фаску надо снять. Здесь фаску не снял. Вот, и вот так вот эта конструкция будет. Видите? Точнее, вот так вот, наверное, поставлю. Вот. И здесь у нас цилиндр будет немножко, если ему там захочется чуть-чуть что-то гулять, то будет немножко гулять. Здесь тоже специально 22, чтобы она не болталась. Вот. Что-то она не наживляется. Зараза. Ладно, сейчас подправим. Закрепим цилиндр вверху, а потом будем мудрить что-то внизу. Ну вот, все собрал, и теперь вот так выглядит наша конструкция. Возможно, сюда тоже нужно втулочку вытащить. Ну, пока не знаю. Хотелось бы, чтобы она, знаете, ну, нашел для себя нужное положение, потому что у меня такое чувство, что он должен где-то быть все-таки вот здесь. Ну и там вот нужно будет мудрить нам какую-то конструкцию. Вот там вот, видите, тоже нужно поднимать. Так, Юра уже уехал домой. Ну, правда, без него как-то пустовато стало, согласитесь. С Юрой всегда найдется над чем поржать или просто поболтать по душам. Если вы, как и я, почувствовали внезапно какую-то тоску, печаль от одиночества, то у меня для вас есть кое-что интересное. Знаете такое приложение для знакомств «Ковер»? Нет? Тогда смотрите до конца. Сейчас я вам все расскажу. Ковер — это не просто какая-то очередная соцсеть, это реально крутая штука. Там можно не только любовь всей жизни найти, но и новых друзей, с которыми можно куда-нибудь сходить. Фишка в том, что здесь нет свайпов, можно напрямую понравившемуся человеку написать. А чтобы проще было искать ту самую, анкеты можно отфильтровать по городу, возрасту, интересам. Ну, короче, как надо. А еще там есть такая крутая фишка. Не надо голову ломать, куда на свидание даму повести. Представляете, ребята сами вручную собирают самые интересные и необычные мероприятия в городе. Концерты в оранжереях, закрытые кинопоказы, лекции всякие. Чего там только нет. И под событиями отмечаются люди, которые на него пойдут. Ну а если хочется чего-то погорячее, то тут ковер тоже не подкачает. Там и 18+ подборки тоже есть. Всякие мастер-классы интересные, даже обнимательные вечеринки. Так что если хотите разнообразить свои серые будни, заходите в ковер. Ваше идеальное свидание буквально на расстоянии одного клика. Ссылку я оставил вам в описании под видео, ну или просто сканируйте QR-код, который прямо сейчас вы видите на экране. Друзья, товарищи, продолжаю заниматься нашим автодомом, домом на колесах Magirus.
Переднее колесо снято, не помню, показывал вам или нет. Но сейчас вот занимаюсь задним бампером. С Юрой, Юра помогает. Сварили вот две направляющие. Это и бампер одновременно, и безопасность. То есть вот здесь будет сейчас варен швеллер поперечный. И он будет как крепление фонарей использоваться, а также как отбойник, да, для безопасности. Еще было очень много проделано работы по установке цилиндра подъема кабины. Он работает. Все четко. Единственное, что здесь нужно сделать, это вот подсоединить шланги, перекрутить вот этот шланг, потому что он немножко коротковатый. Ну, попробую здесь поэкспериментировать. Но я уже тестил, кабина поднимается и все работает четко. Здесь у нас цилиндр одностороннего действия, то есть только поднимаешь, а хочешь опустить, открутил, он медленно опускается. Очень удобно, потому что не нужно много маслать постоянно этим... ну, монтажкой, поняли меня, да? Просто открутил барашку, кабина опустилась. Вот, но это я чуть позже продемонстрирую, а сейчас мы будем заниматься бампером. Вот, здесь нужно как-то выставиться. Ну, у нас примерно размеры есть. Сейчас Юра подойдет и будем пробовать приваривать наш бампер. Что, кусь-кусь? На перчатки одевать другие. Приварили нижнюю поперечку и поняли, что жесткости вообще мало. Поэтому пришлось сделать вертикальные стойки еще дополнительно. И сразу после этого все стало четко. Вот, так что сейчас все усиленно обвариваю. И в принципе можно... еще зад вот этот заварить. И можно будет грунтовать, зачищать. Все приварили. Сейчас Юра уже начинает зачистку перед грунтовкой. Ну а я же прорежу отверстия для вот таких фонарей. Будем устанавливать камазовские красивые фонари, которые нам подарил наш зритель и подписчик Николай. Огромный ему привет и огромное спасибо от нашего канала Custom Truck. Ничего не вижу, блин. Это дурацкая. То моргает, то не моргает. Это очень правильным инструментом ты стучишь. Как и обещал, вам показываю, как работает подъемник кабины. Легенько, вообще классно, у него подпружинен он. Мне нравится. И цилиндр хорошо я подобрал, все получилось у нас. Но нам сейчас нужно поднять, потому что хотим здесь переварить лонжерон, который у нас не очень красивый. Вот, поэтому сейчас поддонкратим, будем заниматься. Если, конечно, погода позволит. Пока Юра занимается переваркой, я
замешал черную красочку, и сейчас пройдем, закрасим черной краской. И все у нас будет готово. Ну вот и бампер готов, красочка высыхает, все смотрится красиво. В принципе, я доволен. Когда станут фонари, когда мы здесь сделаем ящики, то будет вообще все смотреться обалденно. Ничего и не длинная жопка у него, все отлично и гармонично. Прям 100%. Давайте я вам покажу еще промежуточный этап в постройке нашего автодома. Сейчас подгоняю багажник. Багажник это Зиловский. Их бывает два типа. У нас вот это первый тип, который крепится на кромку. Есть еще один тип. Он покруче багажник. Он с такой окантовкой и ставится на пятаки. Вот. На крышу. И крепится к брыжу только лишь одной палочкой с каждой стороны. У нас у Магируса широкая крыша. И, соответственно, пятаки, она гораздо шире, чем у Зила. И, соответственно, пятаки становятся просто на крышу, и нам такой багажник не подойдет. Но у меня его и нету. Вот, поэтому хорошо, что именно такой багажник попался, потому что второй тип багажника сюда бы точно не подошел, он бы продавливал крышу. Этот же багажник, он чуть поменьше, но зато его реально установить. Для этого вот мне приходится здесь вот так вот извращаться, удлинять стойки. Вот, но поймал себя на мысли, что это огромная-огромная работа, которая, ну, скажем так, не видна, да, то есть удлинить стойку это раз, подмерить все. Я уже лазил 5 раз на крышу, может даже и 10, примеряя этот багажник, выставляя его, подкладывая что-то туда, все это с лестницы крайне неудобно. Плюс сейчас нужно это все зачистить, подкрасить, и это очень-очень много работы, то есть мелочевка, настолько она забирает много времени, но постройка автодома это такой, скажем так, момент отвлечения, то есть ты ждешь, вот я по субботам прихожу и строю автодом. Так, смотрите, что еще я сделал. Сделал защитный трос для экстренной ситуации, допустим, что-то пойдет не так с цилиндром, то он уйдет. Поставил сюда выпускник, если что, чтобы воздух сюда стекал. Вот, перепаковал здесь шланги. Система у Магируса достаточно сложная. Видите, все на воздухе, на гидравлике. Ну, такое себе. Я все-таки приверженник как-то воздушных систем больше. Не знаю, как-то, чтобы хочется и тормоза, чтобы были воздушные. Это все-таки надежнее. Ну, да ладно. Посмотрим. Так что здесь тоже пришлось повозиться. Цилиндры эти, все. Но все работает четко. И это самое главное для нас. Вот, также прогерметил вот эти крылья наши, но еще герметик сильно не взялся, так не особо не хочется сильно трогать, но уже чуть подзасох, и это хорошо. Вот, так что продолжаем работать. Сейчас мне предстоит затащить, наверное, в салон сварочный аппарат, чтобы варить туда, на кунг я его не подниму. Чтобы приварить, прихватить наш багажник, потом багажник нужно будет снять и обварить его надежно. Ну вот типа такого как-то это должно выглядеть. Вот. Расстояние достаточно комфортное, чтобы если что можно было прокрасить здесь эти места.
Вот, и чтобы багажник выглядел более красиво. Плюс на него можно будет установить какие-то дополнительные фары. Вот. И видите, он как бы более смотрится нормально. Хотя можно, наверное, подрезать немного. Укоротил все стойки на 2 сантиметра где-то. И, ну, наверное, так более гармонично смотрится. Мне так больше нравится. Единственное, по-моему, он чуть-чуть... Хотя, может и нет, но сейчас померю, туда ниже наклонен. Сейчас перемерю. Выставлю его под канистрочки, если что, подложу. Ну и потом выставим уже эти планки. Залез на кран посмотреть. Ну вот чуть-чуть, по-моему, там как бы ниже. Не знаю. Она и сама, видите, сам багажник немножко прогнутый. Не совсем идеально ровный. Но сейчас еще посмотрим. Вот здесь уклон больше. Видите, надо весь сместить туда багажник еще в сторонку. Ну, сейчас буду вымерять. Это долгий процесс. А потом прихватывать. По полуавтомату решение найдено. Единственное, очень опасно он стоит. Ну, надеюсь. Это старая стремянка, которую сделал батя. Ему огромное спасибо. Наверняка, пап, ты смотришь. Спасибо тебе. Она вот до сих пор служит. Ну, сейчас поползу туда приварить. Главное, чтобы не упал сварочник. Ну вот, первый готов. Сейчас еще приварю 2. Все, багажничек наш красавец. Все ровненько, аккуратненько. То, что я и хотел. Пока у нас сохнет покрашенный багажник, подготовленный к установке, я занимаюсь передним колесом. Установил его, а также хочу поставить вот колпаки оригинальные Magirus. Вот сюда они становятся. С ними будет, я думаю, гораздо красивее все смотреться, правда? Но посмотрим. В любом случае, просто их закидываю. Они немножко покоцанные. Этот я не равнял, вот кто-то его равнял до меня, а вот тот я подровнял немножко. Ну, выглядит нормально. В всяком случае, мне нравится. Единственное, здесь вот есть надпись Magirus, а на том, к сожалению, нет. Жалко. Но, тем не менее, будет выглядеть красивее. Так, еще заряжаю аккумуляторы. Хочу запустить мотор и попытаться успеть еще повозиться там с проводкой, хотя бы найти нам повороты, там габариты, вот эти вещи. Так что тоже попробуем чуть-чуть подсобрать. Ну, еще брызговички нужно установить. Много мелочевки, которые нужно сделать. Но это чуть позже. Также вот еще нашел оригинальные резинки сюда. Вот так будет это все дело выглядеть. Мне кажется, будет нормально. Все в ориге. Также вот покрасил планки, которые держат резинки эти. Доделаю маленькие мелочевочки всякие по Magirus. Залез там на крыше, тоже подзачистил ржавчину, зашпатлевал, загрунтовал, зачистил. И поставил колпаки. Совсем другой вид, да? Согласитесь, сразу красивее становится машина на колпаках. Вот, красота какая. Класс, класс. Нравится, нравится. Ладно, сейчас попробуем его запустить. Пойду схожу за ключом, посмотрим, как он запустится после... Ну, наверное, месяца 3 он стоит, может 4. Не знаю сколько, ну давно уже не запускал его. И у нас пустой бак, то есть надо, чтобы он еще наполнил, из заборника набрал, то есть постоял, поработал. Сейчас попробуем. Канистру надо ту снять тоже. Работает четко. Ну, коптит немножко. Но все отлично. Единственное, после поднятия кабины сейчас туго почему-то ходит газ. Нужно с этим разбираться. Ну, газ не отходит. Где-то что-то напортачил я. Очередной маленький видеоотчет о том, что мы проделали с нашим автодомом. Сзади я установил
фонари заднего хода, подсветку номера. Номер здесь пришлось выпилить под именно, ну не влазил он под именно размер номера. Вот, 2 фонарика установил. Нашел, есть выход. Представляете, Магирус у нас 76-го года и уже был задний ход от передачи, все как надо. Но возникла проблема, не могу найти стопы и все. Они на лягушке есть, срабатывают, потом идут в салон, а из салона уже дальше, ну, путь неизвестен. Установил вот такие ледовские фонари. Вот, бампер преобразился. Как только мы установим сюда ящики, изготовим, у нас сразу будет все четко. Ну, а теперь Магирус, наш автодом, выглядит вот так. Еще здесь я планирую сделать багажник. Поэтому будем дальше еще дорабатывать. Мыслей очень много, желаний тоже. Но реализовывать это все нужно очень-очень много времени. Я знаю, что такие проекты строятся годами. Мы тоже строим не быстро, но потихоньку выделяем и бюджет, и время, чтобы строить вещи для именно отдыха, души и, скажем так, для удовлетворения морального. Вот, но я считаю, что он смотрится классно. Ничего тут сильно не торчит. Я не знаю, как на видео, но вот вживую все отлично. Постоянно я замечаю, что криво у нас висит вот тот ящик. Возможно, я психану, его подровняю. Ну, пока что просто на это нету времени. Вот, заказал брызговики Ивеко сзади и спереди. И будет еще выглядеть красивее. Друзья, очередная суббота. Идемте, я вам покажу обновки. Как я уже сказал, постройка автодома может занимать годы. Но если вам не терпится или нет возможности построить, можно купить сразу готовый. И тут вам, конечно же, поможет Дром. На Дроме все просто. Заходим в приложение, подписываемся на интересующие вас варианты. Я подписан на автодома и периодически проверяю уведомления, которые мне приходят от Дрома. Также можно полистать бесконечную ленту объявлений в поисках интересных вариантов. Очень удобно, потому как лента формируется с помощью искусственного интеллекта и истории вашего поиска. А значит, точно не оставит вас равнодушным. За авто, спецтехникой и даже автодомом идите на Дром по ссылке в закрепленном комментарии. С перегородкой здесь немножко возник нюанс. Когда я поехал, она упала. Но мы все равно будем переносить, здесь переделывать дверь. Дверь будет наружу, вот, потому что решили в целях безопасности. Ну и смотрите, купил панель солнечную. Сейчас я хочу ее на крышу установить, чтобы она стояла и нам можно было завести уже проводку вовнутрь нашего автодома. Также купил солнечный контроллер. Все это обошлось 950 белорусских рублей. А также... Опасно. А также, как вы заметили, уже приехали баки. Этот бак у нас идет над кухонной зоной, будет стоять вот здесь. А вот этот бак, второй, он будет установлен в самой парилке. Здесь вварены и штуцера, и все, что нам необходимо полностью по чертежу. Они сделаны, чтобы идеально становились вот в нашу вот эту вот нишу. Почему я решил 2 бака установить вверху? Потому что в Урале это было очень удобно. То есть вода идет самотеком, тебе не нужно дополнительные насосы, электричество, что-то включать там, постоянно контролировать. Чтобы, ну, это удобно, когда у тебя все работает вот без каких-то электрических систем. Очень удобно. Но тем не менее здесь я хочу сделать и дополнительную электрическую систему на случай, если хочешь принять душ. Вот тогда включил насосик и с насосиком уже помылся. Вот такая конструкция будет. Внутрянку Кунга нам будет делать Саша, который нам делал Урал. Да, именно он. Сейчас мы его ждем. Вот, когда он освободится, он сможет уже нам помочь с внутрянкой, внутренней отделкой нашего Кунга. Я же готовлю все основное, что снаружи. Там где-то вот та же панель солнечная. Сейчас нам под нее нужно сварить каркас, закрепить ее на крыше. И это тоже очень-очень много займет работы и времени. Поэтому именно этим будем сейчас заниматься. И сейчас замерил панель и буду начинать варить каркас для установки этой панели уже на крышу. Приварил на прихватке наш каркас под панель. Сейчас я его обварю, все усилю, естественно. И нужно будет его затащить наверх, посмотреть, где его расположить. Может, какие-то придется доварить для него крепления или еще что-то. И только после этого мы спустим его опять обратно и
насверлим отверстие для крепления, а также покрасим его, чтобы туда вваривать. Ну, такой план. Так что занимаемся. Сейчас обварю его весь и поволоку наверх на крышу. Так, примерно вот так это все будет выглядеть. Какая моя задача? Вот здесь у нас были доски, если помните, так? Я, наверное, оставлю эти кронштейны здесь. Вот эту вот спилю, заднюю ручку оставлю, с ней удобно залазить здесь. А также оставлю вот эти дуги, они будут служить как защитой для панелей. И сейчас расположу это все где-то здесь. Наверное, так будет правильно. Вот, не знаю, может еще на эту сторону перейду, пока не решил. Вот, все нужно будет здесь еще пройти герметиком, на всякий случай. Вот, так что примеряемся. Вырезаю вот эту часть. Ту переднюю тоже оставлю. Пусть она будет где-то взяться за нее. Можно что-то привязать за нее на крайняк. Она нам не мешает и никак не влияет. Вот, так что выпиливаем для начала вот эту часть. Примерно вот так решаю установить нашу солнечную панель. Она здесь будет чуть-чуть выступать, не сильно. Ну, примерно вот так, чтобы здесь мне прихватиться. Как раз она будет под наклоном, она будет, с нее будут смываться какие-то осадки. Такого плана все. Поэтому отлично, мне кажется. По-моему, отлично. Зачистил нашу рамку. Также приварил кронштейны для крепления. Вот они, самой батареи солнечной. Крепить ее буду по периметру. Вот сюда в торец. 6 креплений, я думаю, предостаточно. Покрасил низ нашего профиля, чтобы уже там возможности у меня покрасить не будет. Ну, экспериментирую с цветом. Серебристый такой. Просто лака добавил в базу. Вообще, зрители на Бусти, кстати, если у вас есть желание следить за нами прям онлайн практически, то обязательно подписывайтесь на Бусти. Вот, зрители на Бусти предлагают покрасить в какой-то необычный цвет нашего Магируса. И, вы знаете, я это решил поддержать и планирую покрасить серебристый металлик. Темное серебро, вот такое металлическое что-то. Ну, типа вот такое, ну, наверное, это слишком темновато. Хочется чуть-чуть посветлее. Вот, планирую покрасить раптором и раптор размешать вот с этой вот базой под лак такого серебристого какого-то оттенка. Ну, такая вот у меня мысль в голове. Не знаю, возможно, это плохая мысль. Но пишите обязательно ваше мнение в комментариях. Мне будет интересно, вот, подойдет ли цвет серебристый раптор нашему Магирусу. Ну, мне кажется, будет смотреться хорошо. Серебристое с черным низом будет смотреться обалденно. Почему-то мне так кажется. Ну и сейчас поволочем все это дело наверх. И уже там тоже попробуем установить, приварить. Также нужно будет затащить сварку, панель. И это будет нелегко и не так уж просто. Потому что я один. Товарищи, краска высохла моментально, она на базе лака, поэтому без проблем. Ну и сейчас нам нужно затащить вот этот каркас наверх и его там приварить. Сварку я уже заволок, тащим каркас.
Ну вот, все закреплено, вообще идеально все получилось. Единственное, могут возникнуть проблемы с креплением вот здесь вот, но буду стараться, может все получится, посмотрим. Так, сейчас осталось мне покрасить, также покрашу вот этот алюминий снизу. Сейчас возьму щетку, хотя бы по минимуму немножко здесь все это уберу, чтобы было поаккуратней. И в принципе можно устанавливать панель. Ничего нам не мешает. Когда полз с болгаркой, Сонькой и Макитой, думал, блин, если потеряю баланс, что мне скидывать первое? Вот, все прикинул, наверное, пришлось бы скидывать болгарку. Все, задул краской. Она уже высохла, прям моментально. На солнышке все отлично. Но сейчас буду закидывать панель. Это будет серьезное испытание. Фух, затащил, ну. Панель стала идеально, но туда ее было заволочь, я прям переживал. Ну, все получилось. Сейчас осталось нам только закрутить сбоку винтики и все. Вообще отлично. Как я и говорил, делаю автодом мини-подходами. Там уже покрашенная Volvo стоит, кабина. Собираю, серия с ней тоже уже вот-вот выйдет. Полностью серия будет с выездом с нашим, то есть с завершением нашего, можно сказать, проекта. Ну и по автодому пришло кое-что эксклюзивное. Каким-то дивным чудом мне удалось купить вот такую панельку, которая у нас, как вы помните, не работает здесь. Вот она, видите, абы какая. Сейчас моя задача будет ее поменять. Вы не поверите, нашел в Питере. Вот здесь сразу и омыватель, и дворники. В Питере у мужичка было вот такие две панельки. Я купил, думаю, на всякий пожарный пусть будет. Кушать она не просит, пусть лучше будет. Но я эту панельку сейчас установлю. Посмотрим, будут ли работать разные режимы дворников, а также омыватель. Вот, так что разбираем панельку. Еще я вам забыл рассказать, но вы наверняка заметили, на видео мелькало, я прикрутил брызговики. Магирус после этого стал смотреться еще намного красивее. Также мы с Димой порядка 2 часов потратили на то, чтобы найти стопы. Вы не поверите. Но вот здесь вот 6 релюшек стоят, так? Из них 4 не работало полностью. Именно это было причиной того, что у нас не было стопов. Потом мы разобрались, нашли куда что идет. Потихоньку разобрались. Система электропроводки достаточно сложная в Магирусе. Столько много всех предохранителей, проводов, туча. Вот, но несмотря на это, все получилось у нас и все работает. Стопы заработали, вся электрика по сути у нас рабочая. Вот, так что осталось нам вот сейчас перекинуть этот переключатель. Я не думаю, что это займет много времени. Просто нажимаешь на фиксаторы и конструкция выходит. Входит и выходит. Еще нам нужно разобраться вот с этой лампочкой. Она у нас горит на постоянке. Вот. Абшальцдрюк. Мне что-то писали, что излишнее давление. Видимо, где-то датчик заклинил у нас. И поэтому он как бы глючит. Вот. Здесь такая вот серьезная электрика. Капец. Вот. Так, надо как-то переставить наши провода. Так уже плотно сидят, просто трындец.
Релюха щелкает. Но насосика нету. Дворники. Два положения, все четко. Так интересно сделано. Если вторую кнопку нажимаешь, то сразу две нажимаются. Прикол. Видите? Но работают маленькие обороты. Нужно побыстрее, побыстрее. Помедленнее выключить. Маленькие, большие выключить, сразу две выключаются. Ну, интересно. Что-то где-то пытается. Как будто заклинивший где-то моторчик на омыватель. Ну, посмотрим. Я не знаю вообще, где бачок. Нужно найти бачок. Нашел я моторчик омывателя. Вот он. Он стоит отдельно. А бак омывателя вот там. Представляете? И он, зараза, не работает. Думаю, надо снять шланг, туда ВДХи налить, чтобы он чуть-чуть смазался. Так, все, ВДХи туда набомбил. Посмотрим. Так, ну что, в принципе, буду оставлять, наверное. Оставлю, пусть он постоит денек. А если отпустит его, то отпустит. Если нет, то придется снимать его и пытаться восстанавливать. Но это уже буду заниматься чуть позже. На сегодня все, потому что уже нужно ехать домой, косить траву, домашние дела. Сейчас у нас вот уже зеленеет травка, но к выходным, когда вы смотрите это видео, опять передают зиму и ноль. Вот, так что в этом году переменчивая погода как никогда. Просто непонятно, что происходит. Сегодня жара, завтра холодно, послезавтра опять жара. Вот такая вот погода. Вам огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на Boosty, чтобы первыми узнавать новости и обо всем, что происходит у нас в гараже. А также не забывайте про наш телеграм-канал. Скоро приедет Зилок, и зрители телеграм-канала и Boosty в том числе узнают первыми о том, что к нам уже Зилок вернулся на базу. Так что следите за нашей движухой. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.